Здравствуйте, мои дорогие! Мы сегодня со мной на моей кухне и опять будем печь печенье. Печенье у нас будут диетические, без яиц, без муки, без сахара. Эта выпечка вас спасет, если вы хотите похудеть, и если вы просто-напросто придерживаетесь здорового питания. Попробуйте приготовить их со мной, получаются быстро и выпекаются тоже очень быстро. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня нам понадобится 2 яблока. 2 яблока приблизительно весом 300 грамм. Яблоки почистим. Можно, конечно, сделать пюре из яблок и со шкурочкой тоже. Но сегодня я почищу шкурку. Почистили яблоки и натрем их на терке. На крупной стороне терки. Можно яблоки пробить в блендере. Получается, в принципе, одинаковый результат. Кому как удобно. Яблоки у нас уже готовы. И сюда я отправляю сок из половинки лимона. Если у вас нету лимончиков, просто у вас готовый сок, то приблизительно где-то 1 полная столовая ложечка нужна. Это даст наши яблочки не потемнеют. И еще вдобавок придаст такой кисленький вкус печеньем. Отправляем яблоки в посуду, где будем замешивать тесто в емкость. Сюда же отправляем промытый высушенный изюм 50 грамм. Сегодня я положила изюм. Можете порезать чернослив, курагу, финики, кто что любит. И у кого что есть, конечно. Сюда же отправляем 50 мл любого растительного масла. Можно растопить сливочное масло, но обязательно растопленное, чтобы оно было. Кто что хочет, добавляет. Перемешиваем хорошенько все это. Сегодня у нас в тесто не идет мука, а идет у нас не пшеничная мука, вернее, а идет у нас рисовая мука. 130 грамм рисовой муки. 1 чайная ложечка ванильного экстракта или ванилина. У кого что есть. Перемешиваем все это хорошенько. Сюда же сверху добавляем 1 чайную ложечку разрыхлителя или пол чайной ложечки соды. Соду можете погасить 1 чайной ложечкой уксуса. И 30 грамм кукурузного крахмала. Все, по идее, все продукты мы уже положили. Сейчас мы только добавляем мед. Можете мед не добавлять. Кто-то, кто не переносит мед, добавьте любой сахарозаменитель. И можете точно так же просто даже ничего не класть. Все равно получается достаточно вкусно и сладко. Я готовила без меда. Неплохо получается. Все хорошенечко перемешиваем. И все, по идее, все, наше тесто уже готово. Больше ничего мы сюда добавлять не будем. Нам остается только хорошенько перемешать. Без яиц, без сливочного масла, без сахара и без муки. И все равно получится очень-очень вкусно. Противень 30 на 25 застилаем бумагой. И нам нужно будет распределить равномерно тесто на бумаге. Приблизительно 1 сантиметр толщины. Нам нужно сделать, чтобы тесто было ровненько уложено. Распределяем лопаточкой тесто. Противень, как вы увидели, бумагу я не смазала ни маслом, ничем. Бумага у меня хорошая. Вы просто-напросто, если у вас бумага не такая хорошая, смажьте ее маслом. И можете то же самое сделать и в круглой форме. Никакой разницы абсолютно нету. 30 на 25 у меня сегодня. Все, сейчас я прорежу наш, так сказать, пирог на печенье. Мы его порежем. Духовка у нас уже разогревается на 180 градусов. Как только начинаем делать тесто, тут же включайте духовку, потому что буквально за 5 минут вы все это смешаете и отправите выпекать. Получается 12 вот таких квадратиков. Отправляем выпекаться.
Пекутся приблизительно 25-30 минут. Сегодня они пеклись у меня 30 минут. И сейчас я просто-напросто порежу сверху по местам, по которым мы уже прорезали, снова ножиком на печенье. Печенье обязательно храните в контейнере в закрытом. Когда они уже остынут, уложите их. Получаются очень вкусные, мягкие, и с кофе, и с чаем, и с молочком. Ну что, мои дорогие, будем прощаться? Попробуйте приготовить эти печенья без муки, без сахара, без яиц, без ничего. И я надеюсь, вам они понравятся. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои рецепты. Заходите в гости, будем дружить. А всем приятного чаепития с печеньями. Пока-пока.